Всем привет, друзья! Всем любителям носки спицами, вязания, марафоны, кто это любит. Я сама себе устроила с января вот такой челлендж. Каждый месяц по 4 пары. Если будет получаться больше, значит больше будет. Но для комфортного вязания я взяла только 4 пары. Поэтому у меня вот уже столько навязано с января месяца. У нас май. И хочу в этом раз показать вам, что я придумала на май месяц. Надеюсь, это будет интересно. А пока свою коробочку, вот такую пока у меня такая коробка, но к концу года постараюсь что-то красивое найти и уже складывать, потому что все сюда носки все равно не влезут, а красиво хочется показать. Итак, убираю сейчас эту коробку и показываю все, что я насобирала, какие моточки на май месяц. Ну вот моя коробочка на май месяц. Пряжа мне очень нравится. Вот прям идеально все. Я подбирала, долго подбирала, что с чем тут скомпоновать. Поэтому сейчас покажу. Не просто, да, пряжу расскажу, а покажу уже даже готовые какие-то работы. И начальная какая-то работа. Начнем. Первый носок я вязала Malin White. Это номер 6801, итальянская, шерсть и 80% шерсти, 20% полиамида, даже немножко разно, потому что обычно 75, да, и 25. Лана Гросса. Вот. Покупала с ним, покупала с моей дочерью мне в подарок. Вот какой год, даже не скажу, но года 4 назад точно. Вот так она долго лежала. Актив я покупала еще в прошлом году, в конце года. Решила все-таки попробовать. Я никогда с нее не вязала, поэтому думаю, она не меньше интересна, чем другие пряжи. Это у нас 25-42. Состав 75 на 25. Вот. Поэтому в этом носочке мне расцветка как легла, все нравится, так же, как было здесь заявлено. Я взяла такую розу, идеальную, мне нравится. Я вяжу все носки в произвольной форме, вне зависимости какой размер. Вяжу. Раз, все установилось, вроде нормально. Ну, за исключением, конечно, когда я набираю. Если я 60, то, понятно, на 30 какой-нибудь размер, ну, не подойдет. Будут большие, широкие. А так, отталкиваюсь 60, у меня всегда это где-то 36, 37, 38 и 39 это максимум. Если я захочу 39, да, то я, наверное, спицы возьму 2,25, чтобы были пошире. Все же зависит от ноги и от подъема. В моем случае. Вот такие вот фиалковые. Просто цвет заглядения. Тоже актив. 75 на 25. 25-50 цвет. А вот производство европейское. О, Чешская республика. Так, а это у нас бюджетное, даже чересчур бюджетное. Я всегда покупаю, я вижу, почему бы и нет. Лана Альцета. Ну, даже цена есть. Так, 75 на 25. И это у нас... А, ну это немецкая. Адельсрид. А цвет... Цвет очень интересный. Где-то цвет... Ну ладно, наверное, не суть. А нет, вот. ДО и 0,80. Вот так. Это эта пряжа. Так, я сейчас отодвину все. Да, тут я уже, кстати, провязала, да, чтобы показать результат. Вяжу подряд все 4 носочка, начинаю и в какой-то момент, да, просто их двигаю. Сейчас отодвину тут. Так, малевет и вот эти две пряжи. Летний состав. Купила прям вот на просторах, видела. Мне так прям захотелось самой. Конечно, немножко пожалела. Я почему-то была уверена в себе, что вот оно мне надо, летний носочек. Ну, в любом случае, я их
Одни я уже связала, это арбузики, года 2 назад. Если я найду фотографии, я, конечно, обязательно вставлю. Какие они хорошие получились, не спорю. Но изначально, когда ты держишь в руках, да, вот летняя пряжа для меня было какой-то что, куда и чем. Ну, одну пару я связала, коротенькие носочки, не длинные. Ношу я их летом, да, по дому. В обувь, понятно, не оденешь, она толстовата. Вяжу спицами также двойкой. Единственное, что если здесь я вяжу шерстяную 60-64, да, это уже мужские, то здесь я убираю. Например, себе набираю шерстяная нитка 60, здесь я набирала 56, наоборот, уменьшила. Тогда прям идеально сели. И также вот в длину, когда, да, сам носок по стопе тоже чуть меньше, потому что все-таки тут эластик, да, полиамид и полиэстер. И больше всего, конечно, хлопка. Это вот у нас такие тути-фрути. Папа, если мне не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот такая вот расцветка. Такая прикольненькая. Красивая. Светленькие. Радостные такие прям. И вот такая вот. Почему-то здесь земной шар, а мне напоминает море почему-то. Не знаю даже почему. Ну, не факт. Это регия и цвет 02411. Тоже покупалась уже давно. А вот думаю, почему бы сейчас? Кстати, в сушилку нельзя. А мне кажется, я кидала в сушилку. А может, вообще потом как-нибудь попробуйте. Надо будет сушилку. Но я не думаю, ничего им точно не будет. Смотря как сушить, конечно. Поэтому я их уже тоже начала. Вот. Я всегда так вот начну. И потом подошла, взяла какую-то, да, пряжу определенную и начинаю вязать. Вяжу спицами эти от Ади у меня 60. Вот эти вот. Мне комфортно. Даже леска не сильно-то она и короткая. А чего у меня? Это 80. Тоже двоечка. У меня все носки практически на двойке. Только мужские могу, вот, которые еще старое производство Ализе, там потолще чуть-чуть нитка. Их могу уже 2,25 взять даже. Поэтому вот на этом я буду заканчивать вот такое. И уже в следующем подключении покажу, что же я связала за какое-то определенное время, за 2 дня, за 3 дня, да, я же не знаю. Вот, поэтому буду подключаться и постепенно уже показывать свои процессы. Сегодня у нас 11 мая. Покажу свои, то, что я вязала, да, что я продлевала. Одна пара так, даже не начатая, вот только начала даже набирать, положила. Это та же летняя, что и это. Здесь, кстати, продвинулась, даже связала, и вот уже осталось совсем чуть-чуть. Еще первый носок я уже показывала, да, связанный, второй даже не начинала. Здесь, да, я двигаю вот еще первый носок, как говорила, уже в свободной форме, да, вяжу, ничего тут такого нет. Поэтому этот блокатор у меня 38-39, ну, наверное, примерно так я и ставлю. Эти маленькие у меня 37 выходит, эти, может, 36 сделаю, потому что с одного мотка у меня 2 пары выйдет. Можно 37 и 36 связать, как пойдет. Будут быстро, значит, будем дальше вязать. Ну, а это тогда уже оставляю 38-39, пусть будет. Вот так вот. Осталось совсем немножко, и как раз у меня получается вот эти вот, да, отрезки, которые вот эти, какие там, сам рисунок, да, получается, вот он идет от вот этого, да, но если я буду считать от этого места, да, вот я так составлю вот это, и там следующий, так
Вот. Поэтому вот провязала. Провязываю оранжевый, ну такой розовый. И буду просто закрывать, ну, чтобы красиво смотрелось в конце. И мысок будет тоже сиреневый. Вот. Ну и этот носок один связан, другой лежит. Надо тоже начинать двигать. Вот такие были мои небольшие продвижения. Немножко, конечно, маловато. Я могу, во-первых, быстро это вязать. Но постараюсь к следующему подключению, ну, хотя бы уже что-то вообще показать. Готовый, конечно, нет, но хотя бы хоть какое-то продвижение. Поэтому сейчас отключаюсь и иду вязать. И следующее подключение уже еще раз покажу. Новое подключение. У нас сегодня 18 мая. В это подключение хочу показать мои продвижения, потому что май подходит уже скоро к концу, а я что-то еще как-то тут замедлилась. С последнего, да? Так, что подсказывала, я точно не знаю, что с последнего. Но я точно продвинулась. Итак, одна пара уже связана. Вот так и получилось. Я еще не стирала. Вот как закончу, так и буду стирать. Этот носочек, я точно помню, что он был первый. Но к нему еще пара нет. Вот на такой стадии я уже начала. Вот вторая пара. Маленькие носочки, да, вот эти вот там папайя, по-моему, цвет был. Ну, в конце видео я все-таки покажу, да, еще раз, из чего связала. Вот такие летние, да, Риги, хлопок. Это серия там. Я уже вязала арбузики, у меня есть. Если найду фотографию, да, то я покажу, как я вязала еще арбузики года 2 назад. Поэтому решила вот связать. То лежит. Я летом ношу с удовольствием, вот поэтому связала. Единственное, что различие от этой, да, пряжи шерстяной и летней, я набрала 56 петель. Себе набираю 60, а на летней я набрала 56 петель. Вот. Такие вот. Тоже еще не стиранные. Чуть-чуть меньше вяжу, потому что при носке они потом сильно вот, ну, растягиваются. Поэтому я вот 37 размер постираю на блокатор, они вытянутся. Ну вот, взяла блокатор. Хочу сразу показать, да, чтобы потом не было. Потому что я еще что-то не одевала даже на блокатор. Ну, вот так они получаются. Блокатор 37 размер, поэтому постирается, еще подтянется и будет идеально. Поэтому эта пара тоже готова. Ну, получается, что две пары уже точно готовы. И решила я связать, не знаю, может мужские, может на большую женскую ногу, такую прям широкую, скажем так. Если я эти набирала 56, это двоечка тоже, но 60 петель. Вот. Мужские я вообще вяжу 64, да, но вот тут я набрала 60. Я знаю, что для 60-37 это много, поэтому не знаю. Я просто свяжу 40-42, да, вот эти вот примерно там 41, 42, 42, 43, вот такие. И посмотрю. Расцветка просто такая мужская. Морская мужская расцветка. Ну, в любом случае, я собиралась вязать их 42 размер. Для путешествий в автодоме. Поэтому летние носочки, чтобы не одевать шерстяные. Вот, и ходить также вот по автодому босиком. Мне кажется, будет комфортно. Ну, по крайней мере, я такие ношу. Вот. Это моя такая маленькая идея, да. Ну, в общем, как бы супруга хочу связать. Эксперимент. Я уже вязала Мали Вайт, у меня тоже где-то есть видео, да.
Супруг такие не носит. Лучше тогда уже шерстяные. Но там я вязала чуть выше. Вот. Фотографию тоже найду, приложу обязательно. И там они плотнее прям получились. А эти все-таки это... Ну, там Малин Вайт, может, она и Риги, да? Может, они специально. Что-то я даже состав не глянула. Ну, посмотрю состав и тогда решу. Или все-таки женский оставить. Посмотрю еще. А пока вот так. Больше показывать мне нечего. Хочу довязать. И попробовать, может, еще одну шикарную связать. Если будет желание. Поэтому пока отправляюсь, довяжу. Если до конца мая пару дней еще останется, то, значит, будем вязать еще шикарным. А то как-то скучные носочки. Надо что-нибудь, чтобы было какой-то экшен, да, чтобы был в носках еще. Потому что до этого у меня всегда были мотоциклисты, да, с жаккардом, там, с грибочками, с цветочками. А тут как-то скучно, май. Хотя все цвета такие прям цветочные. Морские, цветочные. Это я, когда я съездила в апреле, мы ездили маленькое путешествие в Италию. В апреле мы никогда не были, поэтому там все цветет в апреле, да. Хотя в горах был еще снег. Все, на этом я прекращаю видео. В следующем уже подключении надеюсь, что я все-таки покажу все 4 готовые. И хотя бы начать 5-ю пару жаккард. Поэтому до следующего подключения. Так, следующее подключение. Подключаюсь ненадолго, просто показать мои продвижения. Буквально на чуть-чуть. Пряжа, да, все еще есть. Так. Что-то было недовязано, что-то было довязано. Итак, пара связана. Мои фиалки. Эти я тоже уже довязала. Эти я уже, по-моему, показывала. У нас сегодня 21 мая. Вот. И вот такой вот один. Маркер еще не убирала. Значит, что к нему еще либо не начинала, либо еще не притрагивалась, не то, что не начинала, да. Вот. Значит, не дошел до него еще ход. Поэтому вот в таком он виде. Спицы и моток. Надеюсь, что свяжу. Вот такой носок. Один связан, поэтому вот такие вот у меня небольшие продвижения. Мне все устраивает. Скоро конец месяца. А у меня уже все связано. Останется постирать, подсушить и красивую фотографию сделать моих носочков. За май будет у меня. Все, до следующего подключения. Успею, не успею, да? Теперь вон еще ниточки эти, надо кончики все поубирать. Вот. Пойду свяжу второй носок. До конца мая свяжу. Значит, все постираю и уже выкладу все свое видео, уже обозначу. Все. До следующего подключения. Очередное подключение. У нас 23 мая. Я закончила 4-ю пару. 3 было уже, да, законченных. И вот 4-я пара у меня оставалась. Поэтому все, я ее даже постирала одну пару и заблокировала. А вот в следующем ролике уже покажу все 4 пары постираны и заблокированы. Поэтому отключаюсь, иду стирать, блокировать и заканчивать этот ролик, потому что месяц подошел к концу. Очередное и завершающее видео по носкам за май. Это все мои остатки. Носки связаны, но тут еще не одна пара выйдет. Поэтому челлендж продолжается. В какие-то месяца буду просто или однотонные, или комбинировать, да, включать из этих, да, остатков
следующие месяца одну какую-то пару. И тогда и остатки уходят, да, и челлендж продолжается. Поэтому сейчас я отодвину это и начну. Начнем с первой пары. Вот у меня ассоциация. Это море. Волны, да, море. Но вот этикетка, вот, кстати, остаток, да, вот такой еще приличный. Можно связать, скомбинировать. По-моему, у меня даже где-то голубая есть и белая. Все так это. Вот этикетка по всему миру, да, вот как-то, конечно, может, они взяли откуда-то, да, или оттенки, но вот по картинке земля, да, если по картинке, да, вот коричневый там всякий, то да, но вот тут море, не знаю я, океаны, моря. Пусть в моем воображении останется море, а не вся земля. Теперь мои папайя. Эта коллекция, купленная 3 года назад. Я тогда вязала киви, а не арбузики, как я говорила в начале. Но я там уже подписала, да, и поэтому извиняюсь. 2 пары киви я связала. Пролежала вот столько лет пряжи и решила, ну раз челлендж, надо же, есть мотивация связать. И вот я их и связала, да. Вот такие они получились, аккуратненькие, красивенькие, все в стык, все совпало. Почему я показываю, если я их уже показывала? Это потому, что у меня такое бывает, что я могу связать, а потом уже под конец видео, да, уже вроде закончилось все, но что-то опять начинаю распускать. Могли даже и не в конце, и не выйти эти носки, распустить. И либо размер больше, либо в ширину, в длину. Вот поэтому у меня так всегда. Я говорю одно, а в конце могу уже другое что-то связать. Но в любом случае бы носки и связались, может, даже были бы выше, а не короче. Поэтому вот. Ничего здесь сверхъестественного. 56 петель, спица номер 2. И в этот раз я связала вот такую толщенную. И вот тут клин подъема, платочная вязка зачем-то. Ну, пусть будет для красоты. Все. Очередная пара. Говорить просто много не буду. Вот еще одна пара. Что здесь нового? Пряжа Актив. Я в конце года покупала, я уже об этом много раз говорила. Тестирую для себя эту пряжу. Однотонную, во-первых, купила много, да, по моточку. Потом подумала, если однотонная не пойдет, ну тогда буду вставки делать. Вот на ощупь какая-то она интересная, скажем так. Вот, в отличие от Лана Гросса, ну просто она вот прям мягенькая. Я не думаю, что здесь алоэ вера, из-за этого она мягкая. Просто алоэ вера покупалась, да, 3 года назад. Покупалась моей дочери, которая мне же и подарила. Соответственно, носки остаются у меня. Мне подарили, у меня остаются. Есть еще подарок, но либо я вяжу себе, либо также дочери просто дарю. Но в любом случае носки, подарочные пряжи и вязаные носки остаются в нашей семье, где с удовольствием носят мамины носки. И завершает фиалка, лаванда, сиреневые. Очень красивый цвет, просто идеальный. 37-38, те же 60 петель, резинка та же 2 на 1. Здесь пряжа немножко другая, не такая она уже прямо богатая, дорогая. Это, во-первых, да, сразу покажу, тоже года 2 назад, может год, ну 1,5. 2,90 евро. Вот. 100-граммовый был. Вот остаток. Секции я, где-то еще маленький лежит, секции я вот взяла, которая ниточка начиналась, я от нее взяла и вот пошла, подбирала потом вот секцию, да, вот отсюда, и получилось, вот отсюда считается секция, вот, что получилось узкая, да, тут широкая, и вот они пошли.
Это у нас пряжа Лана Альцета. В каком-то супермаркете. Я просто ее увидела. Я не смотрю, сколько, да, она там стоила. Дешевая, наверное, что-нибудь не то будет с нее. Нет. Я с удовольствием купила. И я знала, что дома вот есть вот такая 25-50 актив цвет, да, и они будут идеально. Хотелось чем-то разбавить. И так и вышло. Все идеально и получилось. Сейчас положу все 4 пары. Вот такие вот получилось. Вот такой красивый набор. Я очень рада. Во-первых, рада, что я все-таки их связала, потому что летом намного тяжелее, да, вязать. Если еще, ладно, когда прохладно, то еще сидишь и вяжешь. А когда вот тепло, где-то выходим на улицу, где-то на прогулку, да, где-то уезжаем мини-отпуск на своем автодоме, где-то на велосипедах. Поэтому вот я думала, вообще не свяжу. Как-то вот сама себе сделала, да, такой челлендж. За зиму я так до мая быстро прямо вязала, а май как-то медленно. Думала, даже не успею. Нет, успела. Еще я там говорила видео, да, жаккард. Ну, так осталось пару дней до мая, я уже не буду миксовать, да, сюда жаккард, потом не довяжешь, и получается, что как бы уже прилепила сюда, нет. Даже если я их начну, я уже пойдет он на июнь месяц. А май я вот именно этими 4 парами и закончу. На сегодня все. Благодарю всех, кто дошел до конца, посмотрел это видео. Ставьте лайки. Пишите, если вам что-то понравилось. Может, кого-то, да, вдохновило на сочетание цветов. Может, кто-то собирался с летней вязать, да, и не знал, как это. Нет, она очень шикарная. Поэтому буду рада отзывам вашим. С удовольствием отвечаю на все комментарии. Всем спасибо и всем пока.